Без коммунизм. Названивает. Ему видео позвонил. Это выхожу для нормальки. Попишу так. Так будет лаки. К этому надо Ольга. Сиди в компьютере. К этому я не трогал твой вот. Если к нам буду побеждать, пожалуйста. Аминь, погнали. Вот эти Олег включил. Теперь давай. Погнали. Let's go. Добрый день, господа. Добрый день, господа и дамы. Сегодня будет история полной несправедливости, жести и разврата, наверное. Все мы с вами любим YouTube. Смотреть самые разные видосики, следить за каналами и контентом разных ютуберов. Я и сам почти всегда находился в статусе самого обычного зрителя. Пока что 4 года назад меня что-то не укусило, и я не стал активно пытаться делать что-то интересное. Да так активно пытался, что аж почти 500 тысяч человек собрал. И я благодарен за это YouTube'у, ведь именно эта площадка и дает возможности людям делиться своим контентом и чего-то добиваться. Однако, иногда YouTube ведет себя крайне, абсолютно неадекватно. Откровенно говоря, он стреляет в своих же блогеров, которые делают для него контент. Причем нарушает свои же собственные правила, а потом обвиняет в этом других. О таком шизанутом, дебильном случае, как YouTube начал пропихивать детям буквально развратных фурей, трахающихся львов и аморальные темы и гадких персонажей с примесью чего-то религиозного. Хотя я активно пытался этому помешать. И как я за это пострадал, я вам сегодня и расскажу. Это видео не планировалось вообще. Я хотел делать там всякую Lucky Daisy, финал совы и многое другое. Но YouTube, откровенно говоря, тупанул, а страдаю за этого я, мой канал и зрители. Я считаю это несправедливо. Итак, с чего же все началось? Чудесным зимним днем 4 месяца назад Ди, как ни в чем не бывало, выкладывает новый разрывной видеоролик. Повествующий о давно всеми забытом мультфильме «Ноев ковчег». В оригинале «Эль Арко». Казалось бы, просто детский мультфильм с возрастным ограничением 0+. Однако все оказалось не так просто. Ди поведал зрителям о всем чернушном и аморальном ужасе, что был завуалирован и спрятан под личиной детского мультфильма. Вскрылись пугающие факты. Ко мне дай это. Нет. Мне дай на него. Закинь Виталий у меня. Закинь. Виталий. Колик. Виталий закинь. В мультфильме за ширмой детской анимации были показаны распущенные сексуализированные пантеры. И главной мотивацией многих персонажей оказалось желание совокупляться. В данной картине полностью отсутствовал положительный персонаж, что не шел на поводу своих эгоистичных желаний. Все эти пугающие факты Ди смог раскрыть и рассказать своим зрителям в своем ролике «Самый развратный мультфильм тысячелетия». Данный ролик собрал небывалые просмотры. Зрители и Ди ликовали, смеясь и потешась о том, сколько всего недетского было спрятано в мультфильме для детей 0+. Однако Ди и не подозревал, какую ужасную участь для него уготовил YouTube. И именно с этого момента разворачивается череда шокирующих и умопомрачительных событий, представленных в данном видеоролике.
Все, я записал. Я дальше монтировать. Где-то 11 апреля, то есть буквально недавно, мне прилетело сообщение от Ютуба, что мое видео с названием «Самый развратный мульт тысячелетия», видите, какое интересное название, по их проверке, оказывается, предназначено строго для детей. И потому он был перенаправлен в YouTube Kids. Его рекомендуют детям, а комментарии были отключены по правилам платформы. И я был в оцепенении, даже в шоке. Это значит, что они решили продвигать разврат детям? Погоди, ну ошибочка, я думал, ну бывает. Потому я тут же сообщил об этой ошибке народу в Телеграм, а после решил подать апелляцию. Для тех, кто не знает, это я как бы решил поспорить и показать Ютубу, что на секундочку вы совершили ошибку. Скорее всего, видео проанализировал бот и почему-то выдал мне ограничение для детей. Ведь обозреваемый мультфильм имеет ограничение 0+ аудитории. Ну бывает, ну робот ошибся. Ну не чат GPT-5, ну тупит, ну бывает. И в общем я подал апелляцию. Вскоре мне прилетает сообщение, что специалисты Ютуба проверили мое видео и пришли к выводу, что по правилам платформы оно все-таки для детей. И больше мне не давали возможности оспорить это решение. Я извиняюсь, а они видели название видео? Чат со службы поддержки сказали мне, что ничего сделать больше не могут. И тут меня понесло. Пардон, значит вы специалисты Ютуба, что в нем работаете, утверждаете, что разврат, аморальность и трахающиеся сексуализированные львы и пантеры для детей? И вы будете им это продвигать? Я добропорядочный и честный ютубер. В каждом видео я указываю, какие возрастные ограничения у видео есть. Да, когда вы загружаете видео, если к вам YouTube хорошо относится, то у вас есть такая плашка, где вы указываете, какие ограничения видео есть. Вы ставите пунктик, что это видео не для детей, оно не отправится в YouTube Kids. Да, на экране эти темы не были показаны, ведь я не дебил. Ведь они и в самом мультфильме спрятаны. Именно потому я эти моменты и обсасывал, показывал, ну, высмеивал и так далее, как делает любой ютубер, показывающий какие-то интересные моменты из просмотренного им мультфильма, допустим. Таким образом, я выискивал и показывал, какие странные, страшные секреты мультфильм в себе таит. Я пытался доказать ютубу, что вы совершаете ошибку. Вы сами нарушаете свои же правила и отправляете видео с недетским содержанием на детскую зону. Я был шокирован этими действиями. И мало того, на недавнее видео про черепашек-ниндзя также накинули это ограничение. Однако с ним все обошлось. Ограничения сняли, и я был рад, что, возможно, доля разума есть. Но ситуация с развратными фурями меня все еще напрягала. А главное, что я больше ничего не мог сделать. Против моей воли мое недетское видео перенесли в зону для детей. И я ничего с этим не мог сделать, ее настройки были для меня заблокированы. А удалять и перезаливать видео, что собрало 1 000 000 просмотров, сами понимаете, совершенно не хотелось. В смысле, минут да ладно, YouTube сам тупеет, видео все равно собрало 1 000 000 просмотров, я улегся спать. Может быть, потом оно само себя решит. Но на утро следующего дня я обнаружил, что теперь YouTube удалил мое видео и выдал мне оповещение, что я нарушил правила сообщества YouTube. Ведь видео с недетским содержанием было направлено в детскую зону, а значит, оно было опасно для детей. Ну так не я же это сделал, вы сами отправили его туда. Вы сами проверили видео и сказали, что оно все-таки для детей. Я же вам говорил, писал в поддержку, подавал апелляцию. Вы нарушаете свои же правила, не даете мне возможность вам помочь, потому что вы сами их нарушаете, а теперь выставляют виноватым меня и выдают мне и моему каналу нарушение правил сообщества Ютуба. А затем еще и удаляете видео. Как можно заниматься таким... Ту-ту-ту. идиотизмом. Конечно, да, отдадим Ютубу должное. Все-таки разврат он детям не транслирует. Ведь видео с недетским содержанием было удалено. Но извиняюсь, я и не делал это видео для детей. Я указал в настройках, что оно не детское. Я снова обращаюсь по этой проблеме в поддержку. И как всегда меня отправляют на вечные ссылки на бесконечные форумы, которые ничем не помогают. Они ограничиваются тем, что говорят, что вы должны подать повторную апелляцию. Я это вчера и сделал. Это последняя моя возможность как-то исправить эту функцию. И я не знаю, будут ли эту апелляцию рассматривать роботы, люди, которые читают на русском языке, ведь я там написал текст, в чем проблема на 800 слов. Причем больше не мог, потому что там есть ограничения. Мне кажется, что это видео 2 раза посмотрели абсолютно разные люди. Один просто с балду начал пихать, что оно для детей, а другой увидел, что оно не для детей и выдал мне предупреждение и штраф и удалил видео. Я считаю, что это несправедливо. Именно из-за этого вопиющего случая идиотизма и, откровенно говоря, нанесения мне морального
эмоционального вреда мне как ютуберу, я и сделал это видео. Сейчас я буду ждать решения моей последней апелляции. И если это видео выйдет, то значит она мне ничем не помогла. Скорее всего, какой-нибудь анализатор, я не знаю, как это называть, будет смотреть это видео и будет думать, что я пытаюсь сохранить на ютубе не детское видео в контенте для детей. А я не этого добиваюсь. Я хочу, чтобы это видео вернули, с меня сняли штраф. И если это видео так всех пугает, то дайте ему ограничение 18+. Окей, я согласен. Но не надо нарушать свои же правила, а потом говорить, что виноват я. Ведь было сразу написано, что это видео не для детей в настройках. Как выйдет, посмотрим. Но если вы это видите, значит мне это ничем не помогло. Все, что здесь произошло, я считаю каким-то неправомерным. Кроме того, как я выяснил у мелоедов Chalk Eaters, тех самых ребят, что делают охренительные анимационные клипы, так вот у них происходил похожий случай. Когда на их анимационный клип, в котором в сатирической форуме высмеивались с иронией часть фандома покемонов, которая сексуализирует этих самых покемонов, и об этом, собственно, песня, и именно на этот видос против всякой логики накинули ограничения для детей. И закинули это в YouTube Kids, когда по всякой логике должно быть наоборот, и ему должны дать ограничение 18+. Но как? В общем, непонятно. От чего мелоеды и ржали и плакали одновременно. Вот только вот по итогу видео вернули в нормальный YouTube. Просто сняли монетизацию. Ну, да ладно, нас это не пугает. Мы и так год сидим без нормальной монетизации. Однако, в отличие от меня, им видос не удаляли. Следовательно, со мной YouTube еще сильнее тупанул. Что иронично, тот клип назывался Фуримон, смешивая покемон и фури. А мой видос же тоже был про фурей. Видать, у Ютуба какое-то странное отношение к сексуализированным фурям и желанием закинуть это в YouTube Kids, пропихивая это детям. Ну а вы, мои бабуськи, держитесь. Я уже готовлю для вас кучу видосов о сове, локодезе и так далее. Твою мать, опять работа. И о многом другом. Главное, надеюсь, что это видео администраторы Ютуба, ну или хоть кто-то, кто может мне помочь, увидит и исправит эту сраную ошибку. Ведь она таковой и является. К слову, это видео сейчас загружено в открытом доступе на моем бусте. Вы можете туда перейти, подписываться вам не обязательно, можете это видео там посмотреть. И скажите мне, насколько же это видео реально детское, что его отправили в YouTube Kids. Это меня прям очень интересует. Ну и к слову, раз уж речь произошла о бусте, то отдельное спасибо Вильгельм Геббельсович, Ричиро, Слепим. Ну, мне даже лучше потом подписывать лучше. Все эти писания. Кладите ролик. Должен выслать 2 ролика. 2 серии по аниме. Канугани. Мы там ругаем, смеемся. Всем. Ай, вы пока вас приходите. Да, и вот смешно. Прикусил, покусил, пока. Пожалуйста, видео. У меня это видео. Италия. Я так говорил у себя в стране. Но мне так прийти, то в это видео предлагали в Штатах Италия. Понятно. Теперь там мы тебе где-то может надеюсь, что это будет короткий маленький мальчик. Лайк, запрекратите комментарий. Пока, побежали, будет языки для будет. Если вы не